На Кубе представлены разные религиозные течения, от атеизма до католицизма и свидетелей Иеговы. Однако самой распространенной религией на острове Свободы является Сантерия. Это смесь верований народа Яруба с элементами католицизма. Согласно официальным данным, сантерию практикует примерно 60% населения, а по неофициальным – около 85%. Возникновение сантерии связано с массовым вывозом рабов из Западной Африки на кубинские плантации сахарного тростника и табака в XVII веке. Обращенные на Кубе в католицизм, африканцы продолжали тайно практиковать свои религиозные традиции. Религия служила опорой для жителей Кубы в прошлом и продолжает играть важную роль в их жизни и сейчас. Сантерия стала особенно активно развиваться на Кубе с 90-х годов, когда в стране случился экономический кризис. В этот период многие кубинцы стали искать помощи у потусторонних сил. Сейчас Сантерия охватывает разные страны мира благодаря миграции кубинцев. Множество приверженцев этой религии можно встретить в США, особенно в Майами. В российских городах тоже есть последователи Сантерии. Многие из них увлекаются сальсой и афрокубинскими этническими танцами. В свое время я тоже посещала одну из танцевальных школ Санкт-Петербурга, и неожиданно для меня сразу двое из моих одногруппников прошли инициацию на Кубе. Мне стало интересно, и я решила расспросить их об этой поездке и о том, что подтолкнуло их к такому шагу. Мы обсудили это во время одной из наших встреч. Что в процессе посвящения у меня проявился талант к чревовещанию. Инга, расскажи про куклу, которую ты держишь в руках. Что она символизирует, кому посвящена? Так, у меня в руках кукла Элегуа. Есть такой Ориша в Сантерии. Ориша, который открывает дороги. Ну, вообще с него все начинается. Часто он изображается в виде ребенка. Вообще он еще изображается в виде старика, потому что он олицетворяет начало пути и конец пути. Но чаще всего все же в виде ребенка, потому что, видимо, начало нас больше интересует. Очень популярный, надо сказать, Ориша. Я его, кстати, тоже очень люблю, поэтому у меня есть такая кукла. А что интересного ты можешь вспомнить из своей инициации на Кубе? Было ли там что-то шокирующее или что-то очень необычное? Может быть, что-то мистическое происходило? Шокирующее. Ну, наверное, сказать, что прямо что-то такое очень шокирующее, наверное, не происходило. Ну, вообще, это, конечно, очень необычный опыт, скажем так, необычный экспириенс. У меня такого никогда не было, потому что сама инициация длится 3 дня, да, то есть первый день тебя там чистят, ты проводишь где-то часа 4 или 5 часов у Бабалау. Бабалау – это человек-жрец, который, в общем-то, проводит эту инициацию. Второй день ты отдыхаешь, да, приводишь мысли в порядок. Тебе дают специальный амьеру. Амьера – это такая как бы настойка на травах, которой ты должен умыться утром, там, днем, вечером. И уже на 3-й день ты приходишь, да, и уже проводишь часов 8. То есть там очень много разных ритуалов, и там получение воинов, и потом происходит это гадание, да. Для меня, наверное, было сложно, это, наверное, смешно, да, потому что все-таки, ну, мы знаем, что это религия, она основана на крови, да, то есть все там жертвоприношения, вот там приносят жертву разных животных. В наших случаях там птиц, там голуби были, по-моему, и курицы или петухи. Только птиц, там животных не было, в виде козлов. Ну, есть коров. ритуалы, где есть, да, но на самом деле большинство ритуалов все-таки проводятся с птицами. Ну, вот, потому что, ну, просто, во-первых, дорого, да, приносить в жертву крупный рогатый скот. Если Но бывает. дух может Если попросить. это куриоча, то да, там 7 дней ритуал длится, и там кого только не забивают. Для многих это, наверное, не знаю, прозвучит ужасно, но с другой стороны, мы не вегетарианцы. А как ты сама относишься к жертвоприношениям в этой религии? Это не похоже на идею, что пусть убьют животное, но мое желание сбудется или моя просьба? Нет, я воспринимаю это как данность вот этой именно религии. Не могу сказать, что, ну, если честно, да, я все-таки человек, выросший где в
в той культуре, где это немного дикость. Поэтому для меня это немного, да, меня это, в общем, с самого начала смущало. То есть я была бы рада, что если бы этого не было. Поэтому, кстати, во время церемонии меня, например, очень смутило, что там приходилось пить кровь. Ну, не прям кровь, там добавляли кровь жертвенного животного, специальный напиток, его нужно было выпить. Я выпила, честно, выпила этот напиток, но как-то переживала по этому поводу. То есть это прям сырая кровь была? Ну, думаю, да. Нас попросили, знаете, закрыть глаза и выпить не глядя, но, видимо, как-то уже сталкивались с тем, что человеку тяжело. Да, если мы не привыкли вот, пить кровь, да, то взять и выпить кровь, там, или даже что-то, какой-то там продукт с добавлением этой свежей крови, оно как-то не очень. Вот, поэтому, я помню, что я так приоткрыла глаза и думаю, знаете, это уже, видимо, инстинкт, что человеку сложно что-то взять, съесть, выпить, не посмотрев. Поэтому я увидела, и я так думаю, вот как я сейчас это выпью, не знаю, но как-то пришлось себя взять в руки все-таки, знаете, доехала до Гаваны, да, это не близкий путь. Вот. То есть много было сил и ресурсов потрачено на то, чтобы... Поэтому пришлось выпить. Это так, честно. Как наука сочетается с эзотерикой и с мистическими культами африканскими? Совершенно верно. Я занимаюсь научной работой, я профессор в Америке, между прочим, живу в основном. И я совершенно далек от всякой эзотерики, от всякой мистики. Я человек совершенно рациональный, никакой эзотерики не имею вообще никакого отношения. Но, тем не менее, я знаю, что... То есть я занимаюсь вообще физикой, какими-то такими точными науками, физикой, математикой, но в то же время я знаю, что мир устроен сложно, что человеческое сознание сложно, что есть такие вещи, как, самое простое взять, там, гипноз, транс, какие-то явления психологические в нашем сознании, есть какие-то совпадения, есть какие-то однократные вещи, которые с нами происходят. Поэтому я при этом понимаю, что наукой не исчерпывается все, что мы видим вокруг нас. Есть какие-то вещи, которые изучает наука, есть какие-то события, которые с нами происходят, которые происходят в другой плоскости. Поэтому для меня это вещи, в общем, не пересекающиеся. Что в ней есть интересного? Несколько моментов. В ней есть развитая мифология, похожая на древнегреческую, как бы красивая, интересная, литературная. В ней есть танцы, конечно же, красивые, опять-таки, латиноамериканские, кубинские танцы, афрокубинские. В ней есть, что для меня особенно привлекательно, это религия не текстовая. Я привык всю жизнь ориентироваться на тексты, на, так сказать, герменевтику, экзегетику, на какой-то анализ текстов, на жизнь внутри текстов. А текстами все не исчерпывается. Есть вещи, которые имеют не текстовую природу, которые не за языком, так сказать. Но заглянуть в эти вещи очень трудно, их трудно увидеть. Вот танцы, какой-то непосредственный такой вот контакт с реальностью, который предлагает Сантерия и подобные традиции, в этом смысле для меня очень интересно. То есть для меня это такая вот возможность заглянуть в щелку, что есть за пределами языка, за пределами текста. Я так для себя это воспринимаю. В то же время Сантерия религия очень индивидуализирована. Там есть 256 знаков Оду. Каждый человек получает свой особенный знак Оду, и к нему особый подход. Он живет в этом знаке Оду. В каждом знаке Оду свои взаимоотношения между аришами, своя мифология. То есть она индивидуальна. В этом смысле она вот не массовая религия, как известные нам мировые религии. Да? Она идет к конкретному человеку, дает ему именно то, что нужно ему. И есть ряд других аспектов. Она, в общем, уже подготовлена. Дело в том, что вот это развитие Сантерии в 90-е годы и позже, оно во многом связано вот с теми социальными процессами, о которых я стал говорить, с эмиграцией с Кубы в Америку и с теми туристами, кубинцами, которые приезжают на Кубу
в том числе и за Сантерии. То есть она подготовлена уже для западных туристов. В общем, ну, там есть своя денежная, конечно, некая своя бизнес-схема, свои денежные потоки. Она уже готова к тому, чтобы ее, так сказать, покупали западные люди. Она уже вот упакована и готова. Ее можно, в ней много интересного, и на нее, по идее, есть спрос. Вот у меня такое ощущение от Сантерии.